Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамыла. В этом видео подолог нашей школы Ольга рассказывает, как правильно подбирать обувь. Для определения размера мы будем использовать вот такое приспособление. Это стопомер или мерка Хайдера. Тут даны размеры ноги. С помощью этого инструмента мы сможем измерить правильный размер обуви. Сначала мы модель посадили на стул. Измеряем длину стопы в спокойном состоянии. Устанавливаем на этот измерительный прибор и меряем по самому длинному пальцу. В спокойном состоянии у нее левая нога 39 размера. Важно посмотреть не только в состоянии покоя, но также в динамике, то есть встать и посмотреть, как изменяется размер ноги при шаге. Размер ноги изменился на 1 и стал 40. То есть при шаге размер увеличивается на 1 единицу. То есть при покупке обуви стоит выбирать не 39 размер, а 40. Такой эффект происходит из-за того, что у модели продольное плоскостопие. Если бы его не было, то размер изменялся максимум бы на пол единицы. Теперь измерим вторую стопу. Посмотрим, одинаковая ли она. Измеряем в спокойном состоянии. Данная стопа 41 размера, то есть правая нога длиннее, чем левая. Это частое явление у людей. Поставим на ноги нашу модель. В динамике длина стопы 41,5. Это говорит о том, что на левой стопе у модели плоскостопие больше, сильнее, чем на правой. Теперь предлагаем посмотреть, как изменится размер стопы, если надеть носки. Рассмотрим на примере двух пар носков. Черные носочки – это следки, размер 39-40. Но у нашей модели при ходьбе размер 41. То есть эти носочки уже не подходят. Такие следочки не рекомендуется носить, так как они очень сильно стягивают стопу. Данные носки, не подходящие по размеру, 36-39. То есть они уже не подходят, потому что у модели с 36 размера носочек будет растягиваться до 41. То есть нога будет максимально сдавлена. Носок должен быть не меньше, чем длина стопы. Конечно, носки должны быть изготовлены из 100% хлопка, а в данных носочках в составе есть дополнительное вещество, которое называется полиамид. Это полиэстер, то есть они не совсем дышащие. Выбирайте носки из 100% хлопка, чтобы нога не прела и не было неприятных последствий. Возьмем данный носочек и приложим к стопе. Носок заканчивается на уровне 5-го пальца, то есть на оставшуюся длину носок будет натягиваться. На правой ноге размер был 41, сейчас наденем носок и посмотрим, изменится ли ее размер. Обратите внимание, сейчас у модели в этом носке нога уменьшилась на 1 размер, стала 40-го, то есть пальцы находятся в утянутом состоянии и происходит деформация. И теперь сравним со следком. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Надеваем его на ту же ногу. Изначально нога была 41 размера, а в следке она стала еще меньше. Несмотря на то, что на этикетке написано, что размер ноги 39-40, он уменьшает ногу практически на 1,5 размера. Соответственно, данный носочек тоже не подходит по размеру. А если в динамике человек еще увеличивает размер ноги, то следок еще больше будет утягивать стопу, что впоследствии приведет к деформациям. Теперь рассмотрим обувь, в которую ходит клиент. Первый показатель хорошей обуви – это когда стелька из нее вытаскивается. Она сменная и может заменяться на ортопедическую. Иногда, когда человек ходит, можно увидеть отпечаток от пальцев. Важно, чтобы сохранялось расстояние до бортика стельки 1–1,5 см. На некоторых стельках даже указано, где должен находиться палец.
Такое же правило при подборе обуви для детей. Если вы видите, что отпечаток уже близко к краю стельки, это говорит о том, что нужно покупать новую обувь. Как проверить, размер обуви, подходит он или нет? Устанавливаем ногу и смотрим, что запаса у большого пальца практически нет. То есть по ширине данная стелька подходит, а по длине нет. А если клиент дополнительно встанет, то мы увидим, что большой палец практически упирается в стенку ботинка. И посмотрим на вторую стельку. Тут большой палец еще больше выходит за пределы стельки. То есть данная обувь подходит модели по ширине, но не подходит по размеру. И посмотрим на саму обувь по ее состоянию. Подошва выполнена правильно. Есть подъем на каблучок, полиуретановая подошва, гибкая. Она не очень толстая, пластичная, широкий мыс. От этого нога клиента чувствует себя комфортно, но некомфортно по длине. Но есть и минусы. Здесь не очень хорошая фиксация голеностопного сустава из-за того, что она очень мягкая. Да, есть шнурки, но все равно недостаточно жесткости, то есть нога будет разбалтываться при ходьбе. От этого могут быть различные проблемы и деформация стопы. Также мы смотрим на высоту подноска, на гибкость подошвы, на перепад и хорошую фиксацию голеностопного сустава. Если вы будете учитывать эти параметры, эта обувь прослужит вам очень долго и не будет создавать дополнительных проблем. Было полезно это видео? Поддержите, поставьте пальчик вверх. Всем успехов! Пока-пока!